Крушение парусного судна «Фэнтом» в 12-бальном шторме. Парусник «Фэнтом» был 679-тонной стаксельной шхуной, принадлежавшей Windjammer Barefoot Cruises в Майами, Флорида. Построенный в 1927 году герцогом Вестминстерским, он был куплен Windjammer в 1969 году и стал флагманом флота. В течение 29 лет службы в этом отношении «Фантоме» предлагала круизы по Карибскому морю и Гондурасскому заливу. Первоначально шхуна, заказанная для итальянского флота, но до завершения строительства была куплена герцогом Вестминстерским, который достроил ее как яхту и спущена на воду в 1927 году. Вестминстер использовал ее всего несколько лет, прежде чем он дважды сменил владельца в короткие сроки. Часто говорят, что ее приобрел ирландец Эрнест Гиннес, старший член семьи Гиннес, но ему принадлежал «Фэнтом-2», теперь именуемый «Беллем». Она находилась в Тихом океане в конце 1930-х годов, а когда в 1939 году в Европе разразилась война, она находилась в водах Аляски. Не желая плыть дальше или возвращаться в Ирландию, он решил оставить ее в Сиэтле на время военных действий. В конце войны она застряла в заливе Портедж на 14 лет, и округ Кинг запретил плавание до уплаты налогов. В 1969 году владелец и основатель Windjammer Майкл Бёрк вылетел в Грецию, чтобы купить шхуну непосредственно у Аристотеля Онасиса. Он купил его в обмен на грузовое судно. Затем Windjammer приступил к ремонту «Фэнтом», который стал флагманом их флота из 6 судов. 24 октября 1998 года шхуна «Фантоме» вышел из гавани Амоа, Гондурас, в запланированный 6-дневный круиз. Ожидалось, что ураган Мич, который тогда находился на расстоянии более 1000 миль, 1600 километров, в Карибском море, будет представлять опасность для Ямайки и, возможно, полуострова Юкатан. Капитан Гайан Марч решил перестраховаться, направившись к островам залива и дождавшись, пока пройдет шторм. Однако к рассвету следующего дня Мич, похоже, изменил курс. Шхуна «Фэнтом» немедленно изменила курс на Белиз-Сити, где высадила всех своих пассажиров и второстепенных членов экипажа. Затем шхуна покинула Белиз-Сити, сначала направившись на север в сторону Мексиканского залива, чтобы убежать от шторма. Предсказывать шторм оказалось чрезвычайно сложно, так как управляющие течения урагана Мич были очень слабыми. Когда «Фантоме» стало известно, что ураган Мич скорее всего ударит по Юкатану, прежде чем она успеет уйти от опасности, ураган Марч изменил курс на юг. Было слишком рано знать, что он направляется прямо на путь бури. План состоял в том, чтобы добраться до подветренной стороны острова Роатан. В случае, если шхуна Мич выйдет на берег в Юкатане или Белизе, находясь на южной стороне острова, это обеспечит ей достаточную защиту, чтобы, как надеялись, не повредить ее от сильных волн и сильных ветров. Однако Мич, ураган 5-й категории со скоростью ветра до 180 миль в час, 285 км в час, совершил пробежку к югу, прямо к острову Роатану. Когда ураган Мич двинулся на Роатан и Гондурас, шхуна «Фантом» предпринял одну отчаянную попытку бежать в безопасное место, направляясь на восток к Карибскому морю. Однако движение урагана Мич вперед усилилось, и «Фантом» не смог убежать от бури. Около 16 часов 30 минут 27 октября 1998 года, когда ураган Мич ослаб, но все еще находился в категории 5. Капитан шхуны «Фантом» сообщил, что он боролся с ветром со скоростью 100 миль в час, 160 км в час, в 40-футовой морской волне 12 метров. Они находились всего в 40 милях, 64 километра, к югу от центра урагана Мич. Радиосвязь с шхуной «Фантом» была потеряна вскоре после этого. 2 ноября вертолет, посланный британским эсминцем «Шеффилд», обнаружил у восточного побережья Гуанахи спасательные плоты и жилеты с надписью «SV Phantom». Это было все, что удалось найти о шхуне «Фантоме».
Все находившиеся на борту 31 член экипажа погибли, и 12 декабря 1998 года по ним была проведена поминальная служба.